Хофриц, что в имени тебе моем? Седая старина или нечто более? Услада для лица, услада глаз, весенний рез щетины. Но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне? Есть в мире сердце, где живу я? Чуть не брякнул Александр Максимович Пушкин. Нет, ребят. Да, рифмоплет. Первая часть ваш покорный, а вторая, ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Не смог удержать себя от соблазна, чтобы вот эту вот всю хрень не произнести. Ребят, кто переживает, я сам не люблю, когда стихами пуляются вот так. За исключением, если это делают грамотно и красиво. Ну вот как вот, например, Олег, брить или не брить. А тут как-то, знаете, само навеяло, и обещаю, что грешить этим не буду, а так вот просто ляпнул. Короче, поехали, забыли. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Да, Хофриц. Настолько необычное, настолько легендарное изделие, что, скажем так, вот сегодня им бриться, да, а у меня вот такой вот джим-джим по многим причинам. Почему? Потому что Хофриц это чуть ли не первая компания, о которой начинали думать в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, даже годах прошлого столетия, если хотели купить станок, помазок, мыло для бритья, крем для бритья, столовую посуду, столовые ножи и многое, что еще другое. Но время идет, и что-то там сложилось не так, как-то звезды повернули не в ту сторону, а солнце пошло не теми пятнами. И закончилось все тривиально просто. Юридические лица от этой компании Хофриц, они до сих пор еще присутствуют, но не в реальном, в интернетном пространстве. Там они еще что-то продают. А все остальное, как вот эта вот красота, оно давным-давно уже перешло в другую компанию, Меркур. И там уже что-то производится. Есть ли различия или нет между Меркуром и Хофриц? Да, несомненно, есть. И те люди, которые держали в руках и то, и другое, это подтверждают. В бритье мы сегодня с вами проверим. Но владелец этого станка, Сергей Сергеевич, квалифицирует его, определяет его как примерно 1,5 по старту. И это вселило в меня, ну, скажем так, не то чтобы там уважение, но, такие, знаете, серьезные намерения. Понятно, что нужно ставить мягкое лезвие, да. Ну а как оно будет на самом деле? Старту 1,5 я доверяю, я им уже брился. А Хофриц сегодня узнаем, сегодня посмотрим. И это не единственная такая интересная штучка. Сегодня еще и мыло будет, сегодня еще и чаша будет, да сегодня до хрена что будет. Вы идите на крупный план, смотрите там что да как, а я начинаю подготовку. Догоняйте. Это и есть все участники нашего сегодняшнего обзора, а теперь обо всем по порядку. Но начнем с этого красавца. Благодаря Сергею Сергеевичу, город Чита, я могу показать вам вот эту седую старину. В том кругу, где люди знают об этом станке, у него просто имя Хофриц. На самом деле у него первое имя, которое еще есть, Помка, которое родное, которое роднее и которое лучше, но тут уже трудно сказать. В тех кругах, если человек говорит Хофриц, его как бы уже сразу все понимают, о чем идет речь. Выпускался в разных коробочках и, насколько я помню, до начала 70-х, 80-х прошлого столетия. Но вот до Сергея Сергеевича дошел вот в таком состоянии и в таком виде. На мой, может быть, даже глупый вопрос: Сергей Сергеевич, а вот что ты так уверен, что это именно Хофриц? Он мне сказал так: ну ты вот когда смотришь на кошек, ты видишь, где породистая, а где дворянка. Я говорю, да. Он говорит, так здесь то же самое. Тут люди с полупука, с полузвука сразу все понимают. А потом, немного полистав темы зарубежные, я понял, откуда такая уверенность, потому что на самом деле там люди разбираются досконально. И с их слов нынешний Меркур отличается от Хофрицев, пожалуй, что качеством отделки. У Хофрицев она значительно выше, а по качеству вроде как не уступает. Ну и, естественно, то, во что потом перерос Меркур, оно частью бралось и от Хофрицев тоже. Кому интересно посмотреть более детально всю эту историю, я оставлю ссылки в описании под видео. Сейчас давайте просто наслаждаться
этой седой стариной. Поставлялся в разных коробочках, в том числе и такой. Обязательное место для дополнительных лезвий, куда вы могли бы все это брать с собой в дорогу, укладывать. Ну и, конечно же, бархатная ложа для самого станка. Коробка, ребята, ну сразу понятно, что это седая старина. Посмотрите, как она сделана. Ну, то есть это приятно, и сейчас так, конечно же, не делают. Не скажешь, что такое вау, нет, такого нет. Но какая-то добротность, прошедшая через десятилетия, но она, конечно же, ощущается. Сам станок. Это двухсоставной 73-граммовый красавец Слант. Посмотрите, как это сделано. Сейчас у меркеров, конечно же, вы все это тоже можете увидеть, но это уже потом. А начиналось все вот здесь. Я, крутя вот эту ручку, освобождаю верхнюю плиту. Оп, посмотрите, как все это красиво. Ну, конечно, это литье. Особенно это заметно по внутренней части. Фиксаторы пульки, как на ранних жилетах, только на жилетах они подлиннее были. Здесь посмотрите тоже, как все аккуратненько сделано. Так полукруглой сферой завершено. Ну и вот эта площадочка, конечно. На современных станках я видел такое подобное тоже. Но здесь смотрите, как смотрится. Фасочка по тортам снята нещадно, то есть достаточно прилично, не чуть-чуть. Красиво. Ну и да, качество, конечно, хрома, посмотрите. Сам станок. Это у меня малая буянит, потом я ее покажу. Совершенно необыкновенная дама. Вот, знаете, парни некоторые говорили, что вот если брать вот эту вот крутилку и вытаскивать, то она может вытаскиваться. На своем бы я попробовал, на этом точно вам скажу, нет, делать я этого не стану, хотя вполне себе допускаю, что может быть и здесь точно такое же происходит. Ну а так по конструктиву, да, это несомненно то, что мы сейчас видим у меркуров, только несколько ином исполнении. Вот HD34 примерно похож, но это, конечно, слант, это не HD34, но выглядит до жути знакомо всем тем, кто привык к HD34. Ну а так тут больше особо разглядывать нечего. Ручка внутри пустотелая, крутилка все то же самое. И давайте ее зарядим. А зарядим, ребята, не просто так. Зарядим, наверное, моей любимой рапирой Platinum. Наверное, в первую очередь потому, что, со слов Сергея, станок бреет чертовски хорошо. И плюс ко всему, он дал ему классификацию 1,5 по старту. А 1,5 по старту, ребята, я вам скажу, что это не злобливая машина, но сносит ой-бой-ой как. Поэтому однозначно для меня это агрессивный станок. И однозначно я хочу поставить мягкое лезвие. И сам Сергей первично даже сказал: Викторович, бери, ставь туда что-нибудь такое мягонькое. Зеленую астру, например. Ну вот зеленая астра, да, это, конечно, все здорово. Но все-таки я, наверное, поставлю свое родное, которое мне всегда нравилось. Для некоторых это может вызвать чувство непонимания, потому что, насколько я сейчас понимаю, что эти станки, эти лезвия несколько в измененном качестве сейчас стали продавать. Ребят, ну у меня-то старого качества. Хотя не факт, потому что вот совсем недавно ребята в комментариях отписались, один человек точно: Золотце, ты мне сейчас по жопе как получишь, и будет тебе а-та-та. Что он до сих пор еще покупает РПЛ и счастлив. Так, сейчас, секундочку, внимания, сейчас я эту мартышку вначале вам покажу, чтобы она уже свалила отсюда. Так, иди сюда, мартышка. Вот сюда посмотри. Да не на палец, в объектив. Передай всем привет и вали отсюда. Шопановый кот. На, только иди отсюда. Чудо. Давайте на вылет посмотрим. Каких-то особых завалов, посмотрите, я не вижу. Так, элегантненько, слегонца, я бы сказал. Посмотрите, как здесь так, тоже так, как а-ля кепи на бикрень.
И другая сторона. Сверху. Внешне и по виду, и по ощущениям, я бы вам сказал, знаете, вот то, что сразу чувствовать начинаешь, это элегантность. Элегантность и какое-то изящество. Вот нет ощущения чего-то рубленного, нет ощущения чего-то выплавленного, несмотря на то, что здесь, несомненно, присутствует литье. А есть ощущение какой-то изящности, знаете, такой легкой, уверенной. Вот такое какое-то ощущение. Как будет бритье, не знаю, но пока вот так. И да, кстати, здесь вот та же самая надпись, которая на коробочке, обратите внимание. Это, пожалуй, единственная надпись, других я здесь не нашел. Вот такой вот Hofres Pamka. Пошли дальше. Ну, раз уж станок от Сергея, то и мыло от Сергея Сергеевича тоже будет. Он прислал 2. Говорит, тут какой-то супер-пупер офигительный силикон. И я вот думал перед обзором, волк или страус. Страус, конечно, интереснее, потому что страус никогда не пробовал. Волк, но волк все-таки наш. Но давайте так, не будем рисковать, начну с волка. Если клыки не вырастут, тогда страус. А то я боюсь, что сейчас со страуса начну и что-нибудь там перья из жопы полезут. Что потом с этим делать? Шучу. Давайте с волка начнем. Итак, волчара. Вот такой вот баночки. Запах шикарный. Ну, я вам уже говорю, что Сергей, он как бы не экономит, когда делает мыло. Он пихает туда столько и такого, сколько считает нужным, не оглядываясь на цену. Поэтому здесь чувствуется прям запах мощный. Как это будет бритье, посмотрим. Но я думаю, что все-таки все будет нормально, потому что сегодня будем работать с чашей. С какой? А, кстати, мыло такое мягенькое. А с той чашей, которая полыхает уже, наверное, весь российский бритвенный интернет. Кто ее уже только не показал. Наверное, все хлопцы уже подержали изделие Олега в руках. Я, скорее всего, последний буду. И тем не менее приятно мне будет работать с этой чашей, потому что, ну, вот когда ее в руки берешь, чувство теплоты тебя не отпускает. Это не маленький агрегат, весом 512 грамм, максимальный диаметр где-то в районе 14,5 сантиметров, по ободу 13,5. Но вы сами посмотрите, какой здесь объем. То есть тут можно наколошматить, наколобасить, тут болтыхать, но ой-ой-ой как. Ну и посмотрите, как она сделана. Она сделана с душой. Ручка. Ну, теперь уже, наверное, для меня она стандартная, потому что каждый раз, когда я вот вижу такую ножку-ручку, я понимаю, что у меня будет все в порядке, держать мне будет удобно. Посмотрите, какая красивая расцветка, какая необыкновенная. В чашах для бритья такое я не часто встречал. Да и вообще встречал ли? Это еще тот вопрос, скорее всего нет, такое впервые. Ну и внутри это тоже повторяется. Несомненно, это не только красота, несомненно, это будет способствовать еще и генерации пены. Но есть один вопрос. Лично для меня. Олег как-то в комментариях под видео на вопрос Антона, что тут чаша финиширована молочением, сказал, что будут еще и эмалью покрытые. Ладно, хорошо, это здорово. Но у меня вопрос по молочению. Потому что Антон высказал свое, скажем так, замечание по поводу практичности этой чаши. Ну, понятно. Хорошо. Пошли дальше. У меня есть 2 чаши, которые финишированы точно так же молочением, производства Дмитрия Алиференко. Дмитрий Алиференко сам высказал свое мнение по поводу молочения, что со временем оно должно выветриваться, якобы его будет выбивать павы, которые находятся в мыле. Ну ладно, хорошо, пока перекликается с Антоном. Но, ребята, вот теперь смотрите, вот этим чашам уже более года, скорее всего где-то 1,5. Это те чаши, которые находятся в ежедневном обиходе. Вот смотрите, даже пострадала в неравном бою с умывальником. То есть в раковину так шмякнулась. Ну а молочение-то чего не уходит? Они каждый день моются мылом. Каждый день. Потому что если чай не будешь мыть, то со временем, сами понимаете, что он растет. Ну и почему не уходит? Почему они не прекращают свой функционал? Почему они не начинают течь? Почему они до сих пор работают и до сих пор неприятно брать это в руки? Потому что после того, как нальешь туда горячий чай,
ты, понимаете, вот просто чашка с магазина, да, и эта чашка, но это разница. Именно поэтому они у меня постоянно в ходу каждый день. Не только пью из них чай, но завариваем в них чай. У нас всего 2 человека, поэтому чайник не завариваем. Берем, вот, знаете, так щипцами чаю набрал, тырц туда, половину я любимой отливаю, половину выпиваю сам, и все. И это всегда вкусно. Молочение не ушло. Возвращаемся. Очень хочу понять, откуда взялось мнение о непрактичности молочения. От всей души надеюсь, что это может быть какая-то ошибка, недоразумение, потому что молочением наши предки также занимались. И чаши у них стояли не для пустого звука, точно так же они хранили в них и молочную продукцию, и что-то там еще. Да в наших крыночках, в деревнях там что только не стояло. Там все стояло. Если в крыночку налил, стоять будет. Это уже закон физики. От этого никуда не уйдешь. Откуда возникло сомнение в финишном молочении? Вот это я хочу понять. Пока не разберусь, пока не пойму, для меня это кайф, для меня это здорово, для меня это хорошо, и служить будет точно так же, как вот эти вот служат мне. Молочение никуда не ушло. Ну вот, с этой красотой сегодня и разберемся. А, да, ребят, хочу сказать, если кому-то интересно будет вот это, ссылки будут в описании на видео, под видео, на страницу Олега. Переходите, разговаривайте, общайтесь. А я сегодня хочу попробовать, как это будет в работе. Поможет нам помазок Яки Кофемолка. Сегодня он не случайно, потому что совсем недавно один из наших ребят задал вопрос: Викторович, вот какой помазок тебе больше всего от Яка в голове-то и застрял? Я ему назвал этот, номер 1, еще назвал номер 2. Номер 2, наверное, давайте на следующий обзор поставим, а вот номер 1, который у меня застрял в башке, я, наверное, покажу сегодня. Почему он у меня застрял? По многим причинам. Узел. Я не скажу, чтобы он как-то кардинально отличался от всего того, что делают Яки, но, наверное, вот в цепке с этой ручкой, в диаметре и в общем вот таком каком-то внешнем виде и функционале, как я вот это вот держу, как он вписывается, как он держится своей эргономикой, хотя, казалось бы, не предназначенный совершенно для рук. Это турка, самая, или джезва, как ее там правильно называют. Кофеманы, поправьте, пожалуйста, в комментариях. То есть вот я реально от этого помазка кайфую. Он мне нравится поболее других. Своей неординарностью, своей работой, своим внешним видом, своим окрасом, так сказать. Я уже просто, вот, сами посмотрите. Вот ручечка, да? Не хухры-мухры, между прочим. Янтарь. Калининград отдыхает. То есть вот, наверное, вот от всего этого какое-то вот такое впечатление сложилось, и этот помазок до сих пор у меня и до сих пор оставляет теплые чувства после каждого применения. А так, если вот так разбить просто по сегментам и сказать, допустим, ну в процентном соотношении, скажи мне, дорогой товарищ, насколько это круче или хуже всего того, что делают Яки, тут, ребята, я бы не взялся. Потому что, мне кажется, что вот этот узел, если и лучше остального, то не намного. А если и, может быть, чем-то хуже, то тоже не намного. Тут, скорее всего, имховая составляющая, вот так вот, знаете, вот личное ощущение. Вот пока это вот самое кайфовое для меня, что я вот просто держал в руках. Именно поэтому он у меня и остался. Ну, а полироваться, вот Old Spice сегодня будет. Старая, добрая, мусковая составляющая, которой завален все eBay, все Али, все Амазоны. Иди, пожалуйста, бери, не хочу. Стоит 3 копейки, а радости дарит на рубь. Но, если вдруг кто-то из вас загорится брать вот такую штуку, ребята, не идите ко мне с вопросом: Викторович, где брал? Потому что брал это под 40 лет. Точно того человека я уже не укажу, а вот подсказать могу. Если будете искать, то ищите продавца, во-первых, чтобы он был с Индии, тогда стопудово возьмете индийский. А формула у индийцев еще не изменилась, как во всем мире. Ну и обязательно, конечно, смотрите на репутацию продавца, потому что чем она выше, тем будут ваши деньги сохраннее, тем выше вероятность, что вы получите нормальный, адекватный продукт. Я стараюсь с продавцами с репутацией ниже 96-97 не общаться. Если у репутации у продавца 98-99 и выше, ребята, это сам доктор прописал, поговорить, пообщаться с человеком, глядишь и найдете общий язык. Все, на этом все, пошли бриться. Ну и что вы там, девушка, делаете? Да ладно, что, лежи, я просто спросил. Итак, поехали. Прежде чем начнем, мы чашу все-таки нагреем. Вот так я ее сполосну.
Да, это не скатал, но это же керамика. И сейчас она аккумулирует тепло и будет держать, мне кажется, гораздо дольше, чем обыкновенные там какие-то фарфоровые дела. Намочим помазок. Так, уберу лишнюю влагу. Фух, ну с Богом. Посмотрим, что нам волчара покажет. Если что-то из помазка будет вылетать, как раз сразу в чашу-то и пойдет. Хотя это маловероятно, потому что я влагу-то хорошо убрал. Волк. Начал с волка специально, потому что запах страуса мне прямо аж, ребята, раздирает. Я не знаю, где Сергей брал этот аромат, но аромат просто чертовски сногсшибательный. Для меня я просто от него балдею реально. Так, ну вот как-то набирается потихонечку. Сами понимаете, диаметр помазка и диаметр чаши несопоставимы, но кто сказал, что будет легко, поэтому будем стараться найти выход. Вот так, я думаю, пока нормально. Если вдруг чего-то не будет хватать, ну тогда просто доберу, да и все. Там, видите, наверняка, да, чуть-чуть влаги есть. Я думаю, пускай она остается. Нам для затравки этого количества как раз будет удобно. Благодаря большому внутреннему диаметру можно даже с короткой ручкой с помазком работать, и по краям ничем не будете стукаться. Не трогай. Ну все, мы эту влагу выработали. Еще надо. А-ля безе, а-ля безе. Ой, как мне нравится чаша. Она, знаете, она похожа на большую рюмку коньяка. Вот как, знаете, сужается вот так вот, как-то красиво. И вот концентрирует и тепло рук человеческих, и запах напитка. И вот эти благородные ноты, которые там созревают внутри этой чаши, вы спокойно можете так вот, знаете, вдыхать. Ну, прям шикарно, шикарно. Эти пупырышки на самом деле помогают. Ну, я вот смотрите, вот. Ну, куда с добром еще? Здесь хватит полностью побриться, и еще и детям останется. Интересная особенность чаши, то ли из-за того, что я ее боком держу, то ли из-за чего, смотрите, пена по углам распределяется, и так вот тырц, всегда ее можно взять и использовать. Интересно. Да, несомненно, здесь, если кусок мыла прилепить, вот так вот, там сколько там, 3-5 грамм присандалить, то да, можно будет прям в чаше набирать. Ну а что нет-то? Так, ну все, ребят, мне кажется, тут уже и так все хорошо, пошли бриться. То ли я чашу раскусил хорошо, то ли по каким-то другим причинам. Я вот сидел, а чаша стоит где-то, ну, примерно 20-30 сантиметров от моего носа. И я явственно ощущал аромат мыла. Так, интересно. Уж не знаю, заметите вы разницу звука в этот раз или нет, но на канале новый рекордер. Мы его купили. Чисто теоретически звук должен быть лучше. Ну вот сейчас и проверим. Мало мыла набрал. Чуть-чуть пену сколошматил. Знаете. Вот так. Ну смотри, разошлось. Так, коробочку в сторону, чтобы не замочилась. Ну что, с Богом. Посмотрим, что получится.
Не, ну понятно, это не иди 3-4. И понятно еще одна вещь. Я зря перебздел. Но вот все-таки Сергея слушайте, ставите зеленую астру. РПЛ здесь мягковато. Ну, в смысле как, чересчур. Хочется еще такого что-то, знаете, добавить. Ну, вы знаете, 73 грамма, не сказал бы, что тяжелый станок, но чувствуется он как-то сбито плотно. И 73 грамма прям помогают. Ввиду, наверное, того, что он не такой уж и большой по размерам, все-таки 73 грамма, они дают о себе знать. И бреется, ой-ой-ой, хорошо, пока. Да, лезвие пострее, оно бы точно не помешало. Ну, сейчас переобуваться на ходу не будем. Наверное, все-таки постараемся этим добриться. Мне почему-то вот, глядя на все это, приходит в голову одна мысль. Мыло лайтовое, то есть диетическое какое-то такое. То есть супер-пупер пены какой-то я не вижу. И в то же самое время скольжение. Отлично. Под скольжение сейчас посмотрю, не успел. А запах, ну запах, да. Я бы его здесь не увеличивать, не уменьшать бы не стал. Он уже хорош, уже хорош. Ну, по интенсивности. Вот сейчас, если вот эта дурында тебе на башку упадет, вот тогда ты узнаешь, что это такое. Чего тебе не хватает в этой жизни, ты мне скажи. М? Ребятам скажи, чего тебе не хватает? Эх ты, морда. Ну вот, это просто маленькая Шкода. Просто маленькая Шкода, вот и все. Ребенок, да? Ребенок. Иди гуляй, не мешай нам. Ну вот, как бы уже хорошо. Ну, в следующий раз вот на это мыло с этим помазком я бы не пошел. Он большой, банка маленькая. Забрать мыло, ну, нужно постараться. Вообще, конечно, надо было не выделываться, вот как сказал, так и делать.
взять оттуда кусок, выковырить в чашу, законопатить и там уже спокойно работать. Я думаю, мы эту чашу еще на следующее бритье запустим. И вот точно такой же, наверное, финт ушами постараюсь провернуть. То есть возьму кусочек, отщипну, ну, со страусом, да? И вообще, в принципе, в следующий раз можно будет даже каскарез поставить. А что нет-то, и базы тай. И посмотрим, как оно все получится. Сейчас, по идее, я даже ей разгуляться не дал, потому что забрал мыла мало. Ну, что там, погонял, пену по краям разогнал, и что? А ей-то еще, она еще не начала, а у меня уже финиш. Так. Золото, блин, вот ты мне сейчас что-нибудь уронишь, я тебе точно ухи оторву. Все. Подбревать. Ну, чисто теоретически вот здесь можно было бы маленько. Здесь. Ну, здесь чуть-чуть. Вот так бы я, наверное, сейчас даже. Угу. Ну, по скольжению я бы сказал, что, понимаете, вот сейчас все впиталось. Я чувствую мощеную, ухоженную кожу. Я понимаю, что для кожи там какой-то процесс идет, но влаги-то нет. Оно все туда как губка. И какое-то поскольжение. Так, ну-ка, если пальцем намочить. Ну, тогда да. Тогда да. Все, ребята, больше нечего. Все, все. Компресс, автошейв, ну и завершение. Ну, чашу в данном случае, наверное, показывать бессмысленно, потому что не так уж много мыла мы с вами забрали, поэтому там вот как было по краям, так по краям и осталось. Ну и в помазке, ну вот что-то там, что-то там, что-то тоже. Ну, 1,5 прохода, вот так я это оцениваю. Хорошо. Не удалось вчера съездить за город, прорубь сигануть. Да ладно. Я сегодня с утра так под душик 3 раза перекрестясь. Ну, сейчас, естественно, тоже холодной водой. С другой стороны, это же вся неделя будет такая. Крещенские морозы у нас маленечко чуть-чуть ударили. Ну, правда, так себе, чисто символически, 19 градусов, ну хоть что-то. Ну и холодный компресс никакого воздействия ровно счетом не оказал. Итак, автошейв. Ребята, вот после того мыла, что Сергей прислал, мне кажется, автошейв нафиг не нужен, потому что я прям чувствую, как оно сейчас до сих пор фонит. Кожа какая-то необыкновенная.
Такое ощущение, что в кожу впендюрили процентов 20-30 чего-то там уходового. Она интересная становится. Ну давайте сейчас маленечко компенсируем моральные. Опять не поорать. Понимаете, до сих пор пытаюсь сложить в голове свое отношение к бритью, вот которое сейчас произошло. И как-то еще не сформировалось. Если говорить, допустим, за лосьон, с этим лосьоном все ясно и понятно. Из 3, которые у меня были, там, по-моему, Original, какой-то цитрусовый еще и муск. Я оставил 1, остальные раскидал. Чисто из-за запаха. По своим свойствам они одинаковые, а здесь он необыкновенный такой запах. Поэтому, кто любит что-то необычно спайсовое, такое, знаешь, специи. Вот, ребят, рекомендую. Хорошая штука. Да и стоит недорого, там буквально там копейки. Мыло. Давайте в станок. Так. Помазок. Ну, помазок — это рабочая лошадка. Я, в принципе, на крупном плане про него и так уже дофига чего сказал. А так он просто работает и работает, что ему делается. Мыло. Мыло я не сказал бы, что я разгадал, потому что я чувствую его потенциал, я чувствую, я понимаю, что ему надо раздолье. Вот так вот. А я его там, он в банке вот такой, да? И я там по мазкам что-то попытался, поколупал. Ну сколько там? Ну 30% по мазка я попал в эту банку, а остальное все так без мыла-то, собственно, и осталось. Ну то есть, я догадываюсь, что мыло хорошее, но насколько хорошее, пока сказать не могу, потому что надо его еще раз пробовать. И обязательно как-нибудь я возьму, колупну оттуда кусок, поставлю в эту чашу, и вот там-то я оторвусь. По своим, первый раз, когда оно меня удивило, это когда я буквально за несколько движений увидел тот Безе продукт, который оно из себя начало строить, и я просто, честно сказать, обрадовался. Ну, интересная штука. Запах ни на секунду прям такой прям интересный. И следующее. Когда после прохода я решил проверить поскольжение, а вместо этого была бархатистая ухоженная кожа, и у меня в голове мысль пробежала. А как же еще бриться, а как же еще компресс, а как же еще автошейв? Там уже все есть, оно уже все готовое. Вот типа того, что ты вот взял, вбрил, так водой сполоснулся и все, иди. Вот такой был эффект. Интересно, интересно. Видимо, Сергей туда что-то дофига нафигачил. Очень интересная штука. Но хочу с ним еще раз побриться. С какой целью? Разгадать его поглубже и сделать вот такие вот прибамбасы из пены, и чтобы душа развернулась. Так, знаешь, вот что-то такое вот. А Сибирь широкая, и вот так вот. Ух. Весь сибирский тракт, чтобы пена этой выстелить. Сколько зубы не заговариваю, за станок все равно придется говорить. Ну давайте еще про чашу. Ребят, чаша понравилась. Не знаю, насколько она будет практична, непрактична. Не знаю, как долго будет держаться вот это вот финиш с молочением. Но вот сейчас вот мне нет ничего такого, чтобы не то чтобы было отрицательным, а просто было бы нейтральным. Потому что у меня вот сейчас вот держа эту чашу в руках, у меня радуется все. Посмотрел, глаз обрадовался, в руки взял, рука обрадовалась. Начал работать, случайно стенку задел. Ухо. 2 ухи обрадовались. Уши правильно будет. Ну то есть, не, ну ботала, наверное, у коров не с такого делали. Там вот медная такая была, наверное, да? Ну то есть, вот пока она мне нравится, как будет потом впоследствии. Знаете, вот порой такое бывает, что вот все-таки опасения есть, а вот не дай бог чем-то задену таким. Но с другой стороны, задеть-то можно любую чашу. Поэтому нет. Пока по кайфу. И следующее бритье я обязательно возьму ее, чтобы вот эти вот облака сделать, чтобы она искупалась в этой пене, чтобы тоже порадовалась. Станок. Не буду ходить вокруг да около, бритьем не впечатлил. Нет, побрил-то он здорово, побрил он шикарно. Вот сейчас вот просто великолепно. Но знаете, такое, чтобы вот так вот, такого нет. Но все-таки равнодушным станок не оставил. Чем же?
Понимаете, когда смотришь на коробку, когда открываешь, когда видишь золото, ну блин, ну дай с людьми поговорить. И когда берешь в руки, когда ощущаешь вот этот вес, ты понимаешь, что это не Меркур. Да, из него вырос Меркур, но ты-то в руках держишь вовсе не его. Нет, Хофлиц. Пускай это может быть какое-то другое название, но ты понимаешь, что этот станок 50-х, 60-х, 70-х прошлого столетия. Здесь каждая деталь об этом говорит, каждое чувство. Даже если вот вам не говорит, что он с прошлого столетия, вот так вот просто покажи, вы точно скажете, что это не в этом году делали. Ну, в смысле, не в этом столетии, даже не в 90-х. Вот так он выглядит, и так же он и ощущается. И когда ты в руки его берешь и начинаешь бриться, понимаете, вероятно, меня смутило то, что я с Меркуром-то познакомился раньше, чем с этим станком. И так вот сейчас вот если на него посмотреть, то если поменять ручку, то это в некоторой степени будет похоже на 37-го сланта. А если даже вот так вот, наверное, вот, да, вот, на 37-го сланта. А если посмотреть на нижнюю часть и выпрямить голову, то это уже как бы HD34. Это тоже как бы вот, да? И вот это, возможно, смущает, но это не тот станок. В бритье это не 34-й, не 37-й. Это совершенно разное. Он многократно агрессивнее 34-го, и он совсем по-другому бреет, чем 37-й. Но, возможно, частично можно все это объяснить тем, что я не любитель слантов, я досконально в них не разбираюсь, я от них не кайфую, я от них не пищу, не тащусь. И для меня, например, 37-й German Slant и, господи, 37-й Меркур, но они, да, отличаются. Не так, чтобы кардинально, не настолько, чтобы дифирамбы, допустим, 37-го Герману петь и говорить: о, да ты что, это там станок. Да, когда так я слышу, что люди говорят, я им верю. Для него это да, а что нет-то? Я рад за него. Но я не могу присоединиться к этой песне, потому что не настолько я как-то, знаете, вот вникаюсь в эту тему. Это точно так же, как есть любители открытой головы. А кому-то Solid Bar подавай, а кому-то Open Comp вообще нафиг не нужен, понимаете? То есть вот, как бы вот так вот. Но с другой стороны, этот станок дал мне повод все-таки порадоваться. Порадоваться тем, что, во-первых, выбрал шикарно, хоть я и не кайфанул, но выбрал-то шикарно. И взглядом, и руке. Ну блин, ребят, седая старина, на самом деле. Прав все-таки Александр Сергеевич, когда писал то, что я вначале прочел. Шучу, не кидайте тамками. От всей души хочу сказать спасибо Сергею Сергеевичу из города Читы за то, что дал возможность парням показать и самому попробовать. Но станок, он не расхожий. Это действительно то, что должно быть в коллекции. Я понимаю, почему коллекционеры за ним гоняются. Необычный, необычайный. Вот так бы я, наверное, все-таки сказал. Если бы я был любителем слантов, я бы, наверное, проникся и прочувствовался. Но побрил он шикарно. Просто шикарно. Да вы сами это видите, слышите, наверное. Вот такое мое мнение. На этом, наверное, все-таки давайте прощаться. Мы с вами увидимся в следующем обзоре. Я эту мартышку постараюсь в следующий раз изолировать, чтобы она тут мозги не выносила. Да, мартышка? Ты уже спишь, что ли? Ну а вам всем добра, счастья. Это не лежи, как это лосьон. Блин, золото. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну еще раз с крещенской неделей вас. С крещением. Ну все, до новых встреч. В следующий раз будет опять слант. Ну а уж как там будет, а кто же его знает. Вот побреемся и узнаем. Ну все, до следующей встречи.